Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Ну а своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши теплые слова, за ваши комментарии, за вашу большую группу, так скажем, поддержки. Я к вам сегодня с новыми ниточками. Ну, они у нас не новые, да, просто у меня будут две расцветочки новые и новый, естественно, узорчик. Схему узорчика, как всегда, я прилагаю. Схемка бледная, искала большего, лучшего качества, но какая есть. Поэтому, если что, смотрите за руками, наблюдайте, слушайте, повторяйте. Итак, ниточки у нас сегодня супер перле от Yarn Art. Так, что это за ниточки? Кто еще не знает, кто еще не вязал, не пробовал, смотрите. Это стопроцентный акрил, стопроцентный акрил. В 100 граммах здесь находится 400 метров. Мне нравится такая вот именно метраж. И смотрите, у них какая-то такая интересная текстура у ниточек. Очень интересно, удобно, конечно, и комфортно вяжутся. Итак, что он говорит производитель по поводу крючка. Берите крючок 3 миллиметра. Вот мы берем крючок 3 миллиметра. Он идеально подходит, просто отлично. Итак, по поводу цветов. Белый это номер 150. Желтый, такой нежно-нежно-желтый, номер 216. И такой нежно-нежно-фиолетовый, все цвета хорошо передаются на камеру. Цвет 223. Так что записывайте, смотрите, покупайте, пробуйте. А я хочу начать вот с этого цвета. Такой нежно-нежно будет фиолетовый, сиреневый цвет, как сирень. И смотрите, повторюсь еще раз, когда я говорю, вы можете вязать любыми ниточками, вы не обязаны повторять такими ниточками, как и я. Вы можете вязать одним цветом, двумя, тремя остаточками, как угодно. Я вяжу тремя, либо одним, неважно. То есть вы делаете так, как вам комфортно. Итак, раппорт узорчика равен 14 сантиметров. И мы сегодня петелек, 14 петелек. И мы с вами сегодня сделаем набор из 45 петелек. То есть сделаем с вами 3 раппорта. И еще, чтобы красиво закончился узорчик, всего итого будет получается 45 петелек. Итак, все как всегда. Вначале мы с вами... О, смотрите, подходит под цвет, да, крючок. Давайте, если что, поменяем. Тот же самый. Смотрите. Троечка, да, чтобы у нас не сливалась картинка наша. Итак, сделали петельку фиксации. Мы, получается, при наборе петелек ее не считаем. А теперь 45 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот наш будущий образец. А теперь я настоятельно рекомендую, посмотрели, да, схемку. Давайте наберем с вами вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Внимательно, аккуратно. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Вот. Столбик с накидом. В следующую петельку аккуратненько смотрим. Ныряем и провязываем опять столбик с накидом. И так далее мы с вами провяжем полностью весь ряд столбиками с накидом, потому что в дальнейшем нам будет удобнее работать с верхушками столбиков, чем с воздушными петельками. Опытные мастера, мастерицы, вы можете сразу приступать непосредственно к узорчику, да, а мы с новичками провяжем столбики, первоначальный ряд. То есть новички, отрабатывайте столбики с накидом. Смотрите, если вы, получается, набирали точно так же, как и я, 45 воздушных петелек, у вас должно получиться 45 столбиков. И смотрите, еще какой момент. 3 петельки подъема, которые мы делали в самом начале, мы тоже считаем за столбик. Это имитация столбика. То есть сейчас, смотрите, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Понятно? Все, давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали. Все ровненько, все аккуратненько. Идем дальше. Итак, делаем непосредственно сам узорчик. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Итак,
Над верхушкой первого столбика мы провязали 3 воздушные петельки. Вот наш второй столбик. Так, смотрите, мы что делаем? Мы, получается, провязываем здесь точно так же столбик еще один с накидом. То есть у нас получается вот имитация столбика, да, раз столбик, вот второй столбик. И у нас получается по эти два столбика будет все время, у нас будет заканчиваться и начинаться ряд этими столбиками. Что делаем дальше? Накид. Пропускаем 2 столбика, верхушки 2 столбиков, раз, два. В третий ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас как бы такой будет столбик, который наклонился. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И получается за основу берем вот этот вот столбик. Теперь мы будем держаться за него. И вот будем вот так вот нырять в эту арочку. Да? Таким вот образом, видите? И провязывать 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же опять нырнули. Провязали 2 столбика с накидом. Сюда же опять нырнули. Провязали 3 столбика с накидом. Понятно? То есть 3 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Дальше пропускаем 2 столбика внизу стоящих. Раз, два. И в третий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Оп, оп. Вот такая вот картина. Как бы такой вот ромбик у вас получился. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. Раз, два. А в столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И ныряем в четвертый столбик и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же ныряем. И опять провязываем столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3. Как бы вот такой вот, ну, мини-веерочек, да? То есть 3 столбика. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый ныряем. Провязываем столбик с накидом. Есть. Вот раппорт нашего узорчика. Идем дальше. Опять делаем накид. Пропускаем 2 столбика снизу. В третий столбик ныряем. И делаем наш столбик с накидом. Как бы вот такой вот косой, да? То есть формирует такую арочку, в которую будем нырять сейчас нашими столбиками. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И вот в эту арочку ныряем, которую мы сделали из столбика, да? Вот так вот. Раз. Вокруг столбика. И делаем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Как бы ромбик, да, формируем. Опять пропускаем 2 столбика снизу. И в третий столбик делаем столбик с накидом. Видите? Красота. Идем дальше. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Здесь пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый делаем такой мини-веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый делаем обычный столбик с накидом. Красота. Вот. Получается, мы с вами сделали раз. Да? Получается, один раппорт нашего узорчика и второй. Теперь ваша задача сделать до конца самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, до конца ряда, да, наш последний раппорт закончили. И вот наш столбик последний. И, как мы договаривались, начинаем и заканчиваем мы 2 столбиками с накидом. Поэтому вот в эту третью петельку подъема вводим крючок и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Все, ряд наш закончен. Что делаем дальше? Дальше 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот теперь смотрите внимательно. Все наши столбики, которые мы провязывали, да, единичные столбики стояли, мы будем их провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Вот в данном ряду. Итак, смотрите, вот наш столбик с накидом. Мы захватываем вот так вот сзади наперед. То есть у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, так же, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Но этот столбик у нас называется рельефный лицевой столбик с накидом. В дальнейшем, когда узорчик подрастет, вы увидите, как будет красиво смотреться. Далее что делаем? Делаем 1 воздушную петельку. И вот у нас получается 3 столбика мы вязали вместе. Да? Что делаем? В первый столбик ныряем, провязываем столбик с накидом раз. И сюда же ныряем еще раз и провязываем столбик с накидом 2. В центральный столбик мы провязываем всего лишь 1 столбик с накидом. И в крайний, опять в третий столбик мы провязываем еще точно так же 2 столбика с накидом. По итогу у нас было 3 столбика с накидом. Так? Вот 3 столбика с накидом, стало 5 столбиков с накидом. То есть как бы такая пирамидка начинает увеличиваться, да, перевернута наоборот. Идем дальше. Воздушная петелька. Опять столбик стоит, один-одинешенек. Мы его захватываем сзади наперед. Так, окружаем. И вытягиваем ниточку.
и провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Далее что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, мы здесь провязывали 3 воздушные петельки, да, а потом были столбики. Так вот, получается, вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Поняли, да? Вот там, где у нас 3 воздушные петельки было. 2 воздушные петельки. Далее опять один стоит рельефный, ну, столбик обычный, да, мы его провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Оп, оп. Понятно? Вот такая вот красота. Опять дальше идем. 1 воздушная петелька. Наши 3 столбика превращаем в 5 столбиков. То есть первый столбик провязываем как 2 столбика. Раз, два. Ну, столбики с накидом, понятно, да? Средний столбик провязываем как 1 столбик с накидом. И последний, третий столбик провязываем как 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Угу. Опять растет пирамидка. 1 воздушная петелька. Стоит один-одинешный столбик. Мы делаем из него рельефный лицевой столбик с накидом. Далее идет ромбик. К ромбику подходим 2 петельками. Непосредственно там, где у нас вот 3 воздушные петельки, вот так вот заходим в эту арочку и провязываем столбик без накида. Можно, конечно, провязывать в петельку, да, но в моем случае ниточки тоненькие, я не буду как бы, ну, глаза ломать. 2 воздушные петельки и опять переходим 1 столбик, мы провязываем его рельефным лицевым столбиком с накидом. Понятно? Все, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Осталось чуть-чуть. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца. Хочу показать, как заканчиваем ряд. То есть наш столбик один провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом, а последний столбик, да, мы провязываем просто за 3 петельки подъема, беремся за третью петельку и обычным столбиком провязываем. Все. Идем дальше. Этой же ниточкой 3 петельки подъема опять. Раз, два, три. Поворот. И у нас с вами, да, помните, рельефные столбики. Вот, рельефный столбик. Он в том ряду провязывался лицевым. Для того, чтобы сохранить рельефность, мы его здесь провязываем рельефным изнаночным. То есть мы захватываем столбик вот таким вот образом, что у нас столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем далее, как обычный столбик с накидом, то есть по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все. Он здесь у нас выглядит как изнаночный, да, то есть вот такая горизонтальная полоска. На самом деле на лицевой стороне все рельефные столбики. Итак, что делаем дальше? Смотрите. Дальше мы делаем накид и присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять провязываем точно такой же ромбик, да, то есть смотрите, ныряем вот в эту арочку, которую мы сделали только что этим столбиком, и провязываем точно такие же 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Есть. То есть вот опять формируется еще один ромбик. Дальше смотрите. Идет у нас опять рельефный столбик. Мы его, сохраняя рельефность, провязываем в этом ряду изнаночным. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Оп, оп. Понятно, да? Идем дальше. Теперь воздушных петелек мы вообще не делаем. То есть помните, да, в предыдущем ряду 2 воздушные петельки были, потом 1 воздушная петелька, здесь ни одной. Присоединяемся сразу же к первому столбику и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Следующие 3 столбика, раз, два, три, провязываем по 1 столбику с накидом. Раз, два, три. И последний столбик провязываем опять 2 столбика с накидом. Раз, два. То есть наша пирамидка стала еще больше. Видите? Ну, как бы перевернутая, да? Я называю пирамидка перевернутая. Вот она, стала еще больше. Опять ни одной воздушной петельки не делаем. Сразу переключаемся на рельефный столбик. В нашем случае в этом ряду он будет изнаночный. Поняли, да? Вот. Дальше переключаемся опять к ромбику. То есть мы с вами делаем накид и в столбик без накида ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. И вот в эту арочку, которую мы только что сделали из столбика, ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Вот, еще один ромбик сформировали. Опять тут рельефный столбик, опять он в этом ряду будет изнаночный. Есть. И сразу же переключаемся к нашей пирамидке, то есть без воздушных петелек. В первый столбик ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом.
Далее 3 столбика провязываем по одному столбику с накидом. Раз, два, три. И последний столбик провязываем здесь 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. И опять столбик наш рельефный, он будет изнаночный. Поняли, да? Все, красота, красота. То есть получается, смотрите, над ромбиками, да, вот этими ромбиками, ромбики, пирамидка растет. Над ромбиками ромбики, пирамидка растет. Самостоятельно над ромбиком ромбик сделайте, вырастите пирамидку, и здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, довязали практически до конца. Итак, смотрите, заканчиваем рельефный изнаночный столбик с накидом, а самый последний, ну, назовем его кромочный, да, он пусть будет за третью петельку беремся и провязываем обычный столбик с накидом, но я здесь оставляю 2 петельки на крючке последние, потому что я хочу ввести новую ниточку. Новички, смотрите, кто еще не знает, мы берем, получается, последние 2 петельки столбика, неважно какого, с накидом, с 2, с 3, там, с 4 накидами. Вот именно 2 последние петельки провязываем новым цветом, новой ниточкой. Оп, видите? То есть ряд наш закончился сиреневой ниточкой, но желтая уже в процессе вязания. И далее по узорчику, сколько нужно петелек делать нам? Нам нужно 3 петельки. Раз, два, три. Теперь можем подтянуть такую сиреневую, подтянуть желтенькую, видите? Все аккуратненько. Поворот. Переворачиваемся и продолжаем непосредственно наш узорчик. То есть мы сейчас, получается, провязываем опять наш рельефный столбик, да? Мы его провязываем рельефным, в данном случае лицевым столбиком с накидом. Поняли, да, принцип? 2 петельки, 2 петельки. Далее, смотрите, вот наша пирамидка идет. Так, что мы делаем? Мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Далее пропускаем все вот наши вот эти столбики. Раз, два, три. И в 4-й столбик ныряем и провязываем сюда в один столбик 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Следующий наш рельефный столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Далее делаем 2 воздушные петельки. Смотрите, раз, два, и повторяем. Помните, как мы провязывали здесь? Опять беремся вот за арочку, которая из 3 воздушных петелек, и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, опять рельефный столбик, провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 воздушные петельки и опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й ныряем и провязываем опять нашу, так скажем, мини-веерочек из 3 столбиков с накидом. Раз, два, три. Понятно, да? То есть, смотрите, если вы внимательно приглядитесь, то мы сейчас с вами вот в этом ряду провязываем самый наш первый ряд. Самый первый ряд. То есть мы с вами из сиреневых ниточек сделали вертикальный раппорт узорчика. Далее будет только повторение. Поняли? Вот, мы с вами переключились на желтую ниточку. То есть вы сейчас провязываете самый первый ряд, потом возвращаетесь с 2-м рядом, потом возвращаетесь с 3-м рядом, присоединяйте. Хотите новую ниточку, хотите старой ниточкой вяжите. То есть как на ваше усмотрение. Я переключусь через 3 желтых рядочка, получается, на белую ниточку. Хочу посмотреть, что получится сочетание данных цветов. Понятно? Вот, вертикальный раппорт узорчика мы сделали. Дальше будет только повторение. Поэтому давайте провяжем несколько раппортов вертикальных. Так. И посмотрим, что в итоге получается. Должно получиться очень-очень красиво и интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков, да, получается, это был 2-й раппорт, 3-й, 4-й, 5-й, начала 6-й. В общем, затягивает очень-очень интересно. Смотрите, что в итоге у нас получается. Вот такая вот красота. Конечно, смотрите, получается, вот эти вот пирамидки, да, они все одного цвета, а ромбики, видите, разные. То есть 3 ряда, где-то 1 ромбик, где-то 2, 1, 2. Интересно. То есть можно вязать и одним цветом, да, 2 цветами. Смотрите, это будет, например, 2-й цвет, да, это опять будет 1-й цвет. То есть на 1-й цвет будет по 2 ромбика, ну, как вариант. А еще, смотрите, очень интересно получится, если здесь непосредственно провязывать, да, посередке один столбик, например, меньше. То есть будет, ну, например, столбик без накида. Будет, смотрите, сердечко, да, как вариант. Тоже интересненько. Вот такая вот красота. Узорчик, конечно, получается односторонний. Куда можно его использовать? Кофточки, да. Естественно, что это может быть? Палантинчик, если это один может быть цвет, да, либо это может быть секционное окрашивание. Это может быть кардиганчик.
Это может быть из толстой пряжи, например, это шарфик снуд, да, плед, вполне возможно, если так вот интересненько его ниточками взять. Итак, давайте замерим, сколько у нас получается в сантиметрах, если мы с вами брали 45 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания, то приблизительно это будет, ну, 20 сантиметров в ширину. А тут получается у нас по 3 ряда на один раппорт. Раз, два, три, четыре, пять. Это получается уже 15, 16 и наборный 17. О, гляньте, я прям разошлась. Это получается у нас 15 сантиметров. Красота. Ну, естественно, наши воздушные петельки, они дают что? Помимо того, что ажурность, они еще и дают такой вот, как бы растягивается наш узорчик. Смотрите. Может быть летние, да, кофточки, топики, маечки. Тоже будет интересно. Если каждый ряд тоже цветным сделать, например, остаточками ниточек, тоже будет интересно, весело. Итак, я как всегда жду ваши комментарии, куда можно использовать данный узорчик. А кто уже вязал данным узорчиком, расскажите, где вы его использовали. И надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, да, написать комментарий. Подпишитесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. А также под видео, да, внизу справа находится стрелочка «Поделиться». Делиться со своими друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.